Каждый второй делает эти ошибки. Вы задавали себе такой вопрос, почему на разминке попадаю, а в игре на счет нет? Зачем нужна разминка за столом? Как правильно разминаться? Смотрите в этом видеоуроке. Если ты впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев, я профессиональный тренер по настольному теннису. На этом канале я делюсь секретами и фишками, которые ты не найдешь нигде. Поэтому нажимай на колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное. В этом видеоролике я расскажу о 7 типичных ошибках в разминке, которые вы сможете легко исправить и повысить свои результаты. А в конце ролика я расскажу, как с помощью разминки в разы улучшить свое мастерство. Первая ошибка – это игра по одному направлению. Начинающие игроки и любители в основном разминаются в одном направлении по диагонали. И потом, когда начинается игровое упражнение или игра на счет, большое количество ошибок в игре по другим направлениям. На разминке необходимо использовать все направления по диагонали и по прямой, и также поиграть с двух сторон для тренировки переключений. Вторая ошибка – статичная игра с одной точки. Очень забавная ошибка. Часто слышится крик напарника: «Ты куда даешь? Я не могу попасть!» Игрок думает, что с ним стоит робот, который ему будет идеально давать в точку. Начинает психовать и накручивать напарника. Обычно в итоге заканчивается перебранкой либо нервозностью. Если соперник вам играет в разброс, это не должно вас нервировать. Это возможность вам лучше подготовиться к игре на счет, либо улучшить работу ног и выход на мяч. Я всегда после того, как сделал пару десятков ударов, прошу напарника бросать по всему игровому полю. После этого ноги в игре на счет не стоят на месте. Третья ошибка. Игра в одном темпе. Игрок стоит и делает движения в одном ритме, что в итоге у него и напарника отключается мозг. И они на разминке вообще думают не о теннисе и с каждым ударом потихоньку засыпают. Если вы хотите улучшить свое мастерство, то вам необходимо научиться каждый удар работать с мячом, меняя каждый параметр удара. Вы играете плоско, потом крутите, потом бьете и так чередуете различные комбинации ударов. Это развивает чувство мяча, координацию и, самое важное, пластичность, которая позволит вам попадать в мяч из любой неудобной позиции. Четвертая ошибка. Долгое выполнение элементов. Многие любят разминаться по 30 минут, у кого-то вообще растягивается на час. И одно, когда ты разминаешься правильно, тогда любое время будет иметь огромную пользу. О том, как это делать, я расскажу через пару минут. Другое, когда игрок собирает все ошибки и делает это кучу времени. Он думает, что он так будет лучше играть, но на самом деле его игра закончится банальной фразой: вот на разминке все попадаю, а в игре на счет вообще не могу. Уделите каждому элементу от 2 до 5 минут. Начните со срезок, потом перейдите на накаты, затем на топ-спины. Чередуйте дистанцию и
точку удара. Можно поиграть со стола на скорость по восходящему мячу, либо со средней зоны поделать на максимальное вращение. Самое главное, не зацикливайтесь на долгом выполнении однообразного движения. Теннис – это быстрота мысли, а не однотипная программа. Вау, здесь есть. Пятая ошибка, когда игрок идет на мировые рекорды, хочет сделать 1 миллион накатов или топ-спинов. Если у вас стоит задача наработка стабильности, можно это включить. Но лучше время потратить на другие упражнения, не делать по 1000 раз. В идеале количество должно быть, пока вы просто не прочувствуете элемент. И если делать на количество, то больше 100 раз нет никакого смысла. Шестая ошибка, самая веселая, когда игрок пытается каждым мячом показать, какой он сильный. Напарник подает ему мяч, а тот все в один удар делает и стоит довольный. А напарник бедный из 10 минут разминки 9 минут ходит за мячом. Ну и заключительная ошибка называется «Прочитай мои мысли». У теннисистов есть своя последовательность в разминке, которой придерживаются игроки всех уровней. Но вот когда выходит человек, незнакомый с теннисом, то тебе приходится ломать голову, что он делает, что он хочет. То теперь он подрезает, подачи подает какие-то. Ты стоишь и думаешь: блин, дружище, да что же ты хочешь? Ну вот как с тобой разминаться? Поэтому, чтобы избежать этих неловких моментов и избежать многих ошибок, я вам расскажу, как разминаться, чтобы вы смогли максимально подготовиться к турниру или мобилизовать организм перед тренировкой. Первое. Начните разминку со срезок по всему столу. Это необходимо, чтобы вы почувствовали мяч и стол. Плюс игра с срезками в любом случае пригодится в игре на счет. После 2-3 минут срезок сыграйте ими на счет до 5 очков, чтобы обострить свою реакцию и включиться в игру. Второе. После этого переходите на накаты. Начните с плавного выполнения, постепенно наращивая мощность и скорость. Сделайте 40-50 ударов и начинайте вращать топс по диагонали, чередуя мощность и точки удара. После этого переходите в игру по прямым. После того, как вы размялись по направлениям, необходимо поделать треугольники, чтобы почувствовать баланс тела, ноги и стабилизировать локоть, чтобы в игре уверенно переходить в игре слева направо и справа налево. Затем поделайте начало и продолжение с двух углов. Справа начали, справа продолжили и слева начали, слева продолжили. Подержите немного на реакцию. Один вращает по всему столу, второй подставляет по всему столу. И закончите игрой на счет. После этого ваш организм будет максимально готов к игре на счет, либо к сложным заданиям. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить свежие выпуски каждую неделю. Come on!